Довести машину до нормального едущего состояния для дальнейшего тюнинга. Получается, вот в это не особо в кайф это делать. Это не удовольствие, это уже работа получается. Грубо и обобщенно все. Там машина просто начнет сыпаться там. Сколько конфигурация стоила? И у вас помпа текла. Общую стоимость то можно снизить, торговать при покупке. В основном цены на расходники, если все это просуммировать, сложить, на 8-8,5 нужно ориентироваться. Здравствуйте, вот вторая часть про эту машину. Я здесь хочу рассказать стоимость обслуживания машины, доводки ее до ума. То есть, если вы соберетесь покупать такую машину, как я лично, к примеру, вот хотел, но и желание остается, как говорится, найти возможности. Но если покупать такую машину, ее сперва нужно довести до ума, а потом тюнинговать. Ну, то, что я рассказывал на обзоре, вернее, упомянул, что я хотел взять либо А3, либо 4 Гольф и сделать что-то, ну, едущее, как Audi A4 B6. И я хочу пройти по стоимости. Ходовая, тормоза, то есть даже по расходникам довести машину до нормального едущего состояния для дальнейшего тюнинга. Ну и по сути, чтобы делать проект вообще с тюнингом такой машины, по большому счету, нужно саму машину для начала купить. Цены я рассказывал на обзоре. И довести до ума, потому что многие сейчас начнут орать: да зачем я куплю, в каком состоянии, где-то что-то подделаю, что будет просить проблемы, и буду просто наваливать, гонять, и мне ничего не парит. Но, ребята, все равно, когда вы машину затюнингуете уже и будете гнать, и я думаю, никому не в радость, когда машина просто начнет сыпаться, там помпа потечет, еще что-нибудь. Я в том плане, что для начала нужно всю машину доработать, доделать до нормального состояния, а потом уже можно наваливать. И в любом случае я хочу пройтись по ценам на самые такие ключевые моменты и в итоге общую цену назвать, посчитать, ну, сколько обойдется доработка машины для последующего тюнинга. Небольшое объявление. Я решил открыть канал в Телеграме, я уже его открыл, куда вас всех и приглашаю. Там мы сможем пообщаться на разные темы автомобильные. Что там будет конкретно, я сам не знаю, и это хорошо, потому что это все вплоть до вдохновения. Можно на любую тему. Я там разгонюсь насчет, может, какого тюнинга, пообсуждаем всякую тему, как вы считаете, лучше так или так. Если даже, кстати, кто-то будет продавать свою машину, можете написать мне в личку, я ее выложу, там фотографию, описание ваше подробное. То есть мы сможем с вами более близко общаться в таком более дружеском формате, формате советчиков, там, дайте совет и так далее, как вы думаете, как вы считаете. Я думаю, вам будет интересно. Также и мне. Я этой темой тоже немного загорелся. Всех вас приглашаю, подписывайтесь, ссылка в описании. Тюнинг, грубо, если даже 1.8 турбо, либо вот 1.9 TDI 188 тюнинговать, здесь нужен кулек, турбина, половина выхлопа, как в А4 было, ну и впускной коллектора, выпускной остается тот же, а впускной меняют. Но по сути дела, это спорная ситуация, многие говорят, что можно и родной оставлять, но в целом, короче, кулер, турбо, впускной кулек, половина выхлопа, прошивка, это стоит примерно 1500. Но сейчас цены скачут, и в теории, я не знаю, как это видео выйдет, в теории тоже цены поднимаются, то есть нужно рассчитывать на $2000. То есть если машину брать за 5, тюнинг вам обойдется в 2000, то есть уже 7. Плюс нужно довести машину до ума, до нормального едущего состояния. Итак, по подкапотке. Конечно, как я уже сказал, вы покупаете машину, ну, в идеале, чтобы был хороший двигатель. Вообще двигатель на разборке я-то суммировать не буду. Если двигатель плохой, но сама машина хорошая, на разборках $250-300 двигатель такой можно найти. 1.9. На 1.8 турбо примерно столько же. Вот. А в целом, смотрите сначала крепление форсунок, потому что обычно на 220-230 сил родных форсов распылителей хватает, и распылители менять не нужно. Это просто вот на вас тюнинговые конторы навариваются, заказывают у своих знакомых, ставят вам распылители. А для такой мощности родных распылителей хватает. Если что, там засорились форсы, можно промыть, прочистить, но распылители свои можно ставить. Смотрите крепление форсунок, чтобы топливо не попадало в масло, потому что это проблема, о которой я рассказывал.
Ну и, конечно, хорошее масло. Необходимо этому движку. Особенно, когда вы в 2 раза больше накачать собираетесь. Но, опять же, ГРМ нужно менять. Ну, за ГРМ вы можете сторговаться. Если вы давно не меняли, можно торговаться. ГРМ стоит от $80 до 150. То есть, ну, где-то там за 100, что-то среднее можно взять. Потому что в основном оригинал уже никто не будет делать такие машины. А, ну, для самообмана можно там не за 80, за 100, за 120 купить. То есть, я буду брать более такие средние цены в итоге, когда буду считать. Но ближе все-таки к нижним, а не к верхним. По сцеплению. Сцепление от $83 стоило до 172-3, вот так. Комплект сцепления полностью. И ГРМ тоже, кстати, полный комплект. Вместе с помпой. Вот. А маховик двухмассовый нашел за $255. Саксовый маховик. Ну, фирмы Сакс. Вот. Ставят некоторые и одномассовые. Ставят, ну, они подешевле, там, на рублей 100. Может 150 даже меньше отдадите. То есть одномассу можно поставить, маховик. Вот. Ну, дай бог, чтобы вам это не пригодилось. Но все же я буду все цены озвучивать, чтобы в итоге примерно получить. Ну, желательно масло коробки тоже поменять, потому что для стандартной мощности, для 240 крутящего момента, его нормальная коробка. Но желательно масло поменять, потому что за почти 20 лет это не мешало бы сделать. А многие сейчас начнут орать, что на механике, во-первых, она крутящего в 2 раза больше получит. Ну, не в 2, но в районе 400 крутящего она получит, даже чуть больше. И коробка у вас тоже может разлететься от излишних нагрузок. Поэтому лучше свежее масло туда залить. Кстати, не сказал про двигатель еще, когда говорил, что я бы еще вкладыши поменял бы, потому что неизвестно, какая выработка, какой пробег реальный. Потому что пробег можно легко скрутить на этих машинах тоже. И я бы поменял вкладыши. Шатуны стоили от 30 до $90, коренные от 20 до 50, то есть в районе 40-50 те можно взять. Опять же, неизвестно, в каком состоянии будет кузов. То есть я смотрел цены на кузов, цену на крыло, порог, заднюю арку, так, передний бампер, потому что некоторые тоже продают машины, бампера коцнуты, но она-то торгуется опять же. Но некоторые крылья, вот целиком крыло продавалось, по-моему, за 160 рублей. Сейчас цены, я все скрины сделал, сейчас все цены расскажу. Вот, целиком крыло продается, и вот эта вот часть. Но в основном они там и гниют снизу. Также 4-я гольфа такие же косяки, то есть крыло целиком менять не нужно. Но опять же, это все зависит от конкретного автомобиля, его технического состояния. Но опять же, я буду говорить все абсолютно. И по ходовой. Ходовая здесь простая, но все же амортизаторы, пружины, шаровые опоры, стойки стабилизаторов, сайлентблоки в рычагах, это тоже придется что-то поменять, потому что, чтобы машина нормально шла на скорости. Многие будут кричать, да нахрен мне столько денег топить, я поменять уже требуют, а так буду ездить. Но, ребят, когда машина, вот конкретно это рассчитана заводом 11 секунд до 100, там в 130-сильной версии, там 10 секунд разгон. А вы делаете динамику 6-7 секунд, и когда вот начинаете дубасить, а вы строите для того, чтобы дубасить и неспокойно ездить, и вот эта вот херня начинается, вот подруливание. А когда на полуизношенной подвеске вы нормальную динамику даете и начинаете подруливать, ловить машину, и в это время летите вперед, это не особо в кайф это делать. Это не удовольствие, это уже работа получается. А я думаю, машину вы для удовольствия строите, а не для работы, чтобы ловить ее по прямой, Ну и так по ценам. В общем, порог один 58 рублей, за 2 46 долларов. Я буду говорить все в долларах, чтобы ребята, кто вот в Украине, в России смотрят, в Казахстане, могли переводить уже на свою валюту, на свои цены. 46 долларов за 2 порога. Крыло. За 2 крыла 110 долларов получается по курсу. Передний бампер стоит 64 доллара. Арки задние 47 за 2 арки долларов. 1,2 миллиметра толщиной, это достаточно толстые арки, нормально получились. Перекрас кузова в среднем у нас стоит 1500 долларов. Но это суммировать не буду, потому что, отдельная статья, если вот кузовные элементы вам не понадобятся, или вы там, у вас кто-то знаком будет красить, потому что у нас более-менее, конечно, заводской покраски вы не получите, но более-менее что-то пополам, 1500 долларов среднего качества, чуть выше среднего, 1500 долларов перекрас.
Вот, по ходовке именно. Ну, сайлентблоки в целом $4-5 за один. Потом шаровые опоры $6,5. Стойки стабилизатора $5,5. Амортизаторы от $20 до $35. Пружины примерно столько же, чуть дешевле, но столько же. То есть 4 амортизатора, 4 пружины. Также по тормозам. Все тормоза дисковые, то есть диски, колодки. Тормозные диски стоят от $10 до 20. Но это самые дешевые нижние $10, задние вернее. Передние чуть подороже. Но есть и задние, чуть более премиального бренда, дороже передних. То есть, ну, тоже средние цены буду суммировать. По средней цене и передние, и задние, то есть умножаю на 4. Потом по колодкам тоже $7-14, ну, от 7 до 14 тоже в среднем цены за колодки. И опять же еще, как я сказал, в движке надо смотреть крепление форсунок, поэтому клапанную крышку тоже желательно поменять. Вот. То есть это такие вот в основном цены на расходники. Если все это просуммировать, сложить, ну, 4 амортизатора, 4 пружины, 4 тормозных диска, все колодки, сайлентблоки, опоры, стойки стабилизаторов. Вот кузовные элементы, то, что я назвал. Сцепление, маховик, ГРМ, все это у меня обошлось в $1145. Ну и с точки зрения тюнинга, вот машина едет хорошо, как я сказал в обзоре. Это к чему? Сейчас, может, многие, опять же, повторяюсь, но я хочу, скажем, высказать свою позицию подробно, чтобы дошло до каждого. Поэтому я тут распинаюсь и повторяюсь, что когда я ехал даже на 4-й, там все хорошо с ходовой, там и внешне там владелец заморочился, она классно выглядит. Вот многие писали комментарии, не думает ли он продать ее, чтобы хотели купить. С ходовой там все отлично. Я там держал руль 3 руками, вернее 3 пальцами, прошу прощения. А правой рукой переключал передачи и жестикулировал, когда разговаривал. И долбил ей 160-180. И машина шла ровно по траектории, как я ей указываю точно. А когда у вас изношенная ходовая уже, так вот ездить просто, вот как я сейчас еду 80, нормально. А когда вы начинаете дубасить, и у вас уже динамика не 11 секунд до 100, а 6-7, и вы стремитесь еще быстрее с каждым разом разогнаться и долбите, и на этой полуизношенной ходовой, то состояние такой ходовой для такой динамики уже не котируется, не соответствует. И превращается вот в это. Вы едете и подруливаете, вы ловите машину по прямой. И это получается уже не удовольствие за рулем. Вы не едете, вы не катаетесь, а вы работаете. Это уже не удовольствие, а работа за рулем. Поэтому тоже рознь. Это для тех, кто сейчас будет орать: да ну нафиг, что ты там такие цены загибаешь, да я поменять их пару сайлентблоков, там может колодки, то все, и буду ездить дальше, нафиг мне столько денег топить. Так я вот вам объясняю, то что машину для тюнинга нужно доработать, потому что даже если вы так вот сделаете, пускай не с ходовой, ну с ходовой вы смиритесь, что вы подруливаете, то все нормально. А если у вас там, опять же, согласитесь, неприятно, если вот вы отюнинговали машину, все нормально, уже 200 с чем-то сил, вы с кем-нибудь встали уже гоняться, к примеру, там на трассе, сейчас давай там погоняемся, стали уже там 3 сигнала или сколько из стартом, и у вас помпа на текла, нормально? Или, к примеру, опять же, тормоза задымели, я не знаю, еще же какая-нибудь поломка, то есть вот в это. Или радиатор тот же потек, и стоимость радиатора я не учитывал. То есть я к тому, что машину нужно все равно до ума довести, прежде чем на ней валить. И вот с точки зрения ходовой, тормоза это самое первое, что нужно делать, потому что тюнинг начинается с тормозов. Если за себя не переживайте, о других людях подумайте. По ходовой, чтобы опять же не было вот этих подрулив, чтобы вы не ловили машину по прямой, чтобы она шла четко по траектории. Особенно, когда вы будете в пылу гонки долбить, постоянно щелкать передачи, и на такой динамике машина резко ускоряется, моментально, вот малое отклонение от траектории, вы уходите в соседнюю полосу и разбиваетесь. Сколько так, ребята, разбилось. Вот, поэтому это тоже немаловажный факт. Тормоза классные машины.
Но опять же, когда вы разгоняетесь в 1,5 раза быстрее, начинаете себя тормаживаться на такое, то желательно хотя бы новые стоковые, но лучше, конечно, тюнячку поставить здесь. Вот. И насчет, опять же, ГРМа. Потому что ГРМ от таких более серьезных нагрузок, вот больше, хотя, ну, ГРМ здесь надежный, но теоретически старый ГРМ большая вероятность, что ремень может порваться. Хотя эти двигатели этим не славятся, ходят, ну, кто нормально обслуживает, опять же. Если вы ГРМ не меняете, там, достаточно продолжительное время, опять же, может такая участь вас и настигнуть. Поэтому вот ГРМ, опять же, то же самое сцепление, опять же, насчет сцепления. При покупке тоже можно посмотреть, в каком состоянии. Но когда вы начинаете долбить, и достаточно кидаете сцепление, быстрее переключаете передачу уже, там, чтобы быстрее ускориться. И у вас тоже старое сцепление, быстрее вы уже машину тюнинговали, собрали конфигурацию, хотите уже гонять, все, уже настроились на это, и у вас сцепление умерло, там, как я уже сказал, там, помпа потекла, еще что-нибудь, начинает машина сыпаться. То есть разочарование начинает нагнетать, и уже не так приятно на машине ездить. Это же, которую вы собрали, уже обратная реакция начинается, отвращение. Чтобы этого не было, поэтому машину нужно к тюнингу подготовить, а потом уже собрать конфиг и уже ловить кайфы на расслабоне. А так машина, конечно, классная, но сейчас вот на кольце замечаешь разницу между балкой и многорычажкой, потому что все равно такую же траекторию она нарисовать не может, и проблематично. Чувствуются вот такие вот отклонения от траектории. Но такую машину, конечно, вам за 4,5 никто не отдаст. По-любому 5, а то и плюс 100-2 сверху. Плюс еще поставить машину на учет, страховка, то все эти же тоже затраты нужно учитывать. То есть $8,5 тысяч за такой проект, я считаю, что, ну, реальная цена. Потому что можно и дешевле, опять же, можно сторговаться на каких-то там расходниках, опять же, ГРМ, если долго не меняли, там, по ходовой, то все, если по кузову проблем, опять же, по кузову, это можно в основном уменьшить эту сумму, но все равно 6-7 и выше. Хотя в 6 вы не уложитесь, потому что конфигурация будет дорогая. То есть все равно $7 тысяч. Вот 8,5 вышло, минимум 7. Я считаю, это, ну, наиболее реальная цена. Потому что дешевле вряд ли получится. 1145 это в целом доводка до ума. То есть не все это вам может придется поменять. Это все будет в нормальном состоянии. Не все там пружины, амортизаторы, те же блоки вам придется менять. Это грубо и обобщенно все. Плюс с кузовами они держатся молодцом, и с хорошим кузовом, если машину взять, то есть кузовные элементы тоже можно отсеять. Плюс многие моменты, такие как вот сцепление, тот же маховик, когда владелец ГРМ менял по ходовой, опять же, машину проверить, это все можно сторговать при покупке. И, конечно, общую цену, вот, стоимости автомобиля, стоимости доработки, доведения его до ума, это общую стоимость, то можно снизить, торговать при покупке, опять же. Потому что сейчас начнут орать, 1145, ты что, дебил, там, и так далее. Все это можно сократить. Плюс еще автомобиль, ну, я не считал серьезные поломки, то есть у меня вот знакомого года 2 назад, да, по-моему, 2 года назад в Audi тоже опять же А4 B6 на дизеле полетел стартер, он стартер поменял, потому что он уже от возраста. То есть такие проблемы я не считал. А уже турбокит, опять же, если вы сознательно для тюнинга машину покупаете, если там турбина помирающая, тоже на нее можно сторговать, опять же, что, ну, на замену, если там уже на масло подъедать, ну, скоро подохнет, так скажем. На нем можно сторговать и уже покупать ту турбину, которую вы будете сюда устанавливать, то есть тоже можно сократить общую стоимость. Но это грубо, если взять вот за 5 машину 1145, ну, 1150 и 2000 тюнинг, то есть получается тюнинг и машина 7 плюс 1150, то есть 8150 обойдется вся эта задумка по тюнингу автомобиля. Немало, конечно. Плюс я не считал шины, диски, если вы захотите красиво. Но если оставлять полный сток, то можно просто шины поменять. Но это еще $300-400. То есть 8,5 итоговая стоимость. Это видео, опять же, я повторюсь,
просто по ценам, во сколько выльется проект. Я думаю, я еще найду автомобиль с таким двигателем, ну, либо Гольф, либо А3, скорее всего Гольф, что их тупо больше. И расскажу, ну, может, сил около 200, может, чуть выше. И там уже подробно, сколько конфигурация стоила, посмотрим, разберем по сумме этого. И уже откорректируем это видео, потому что здесь более такое обобщенное. И, то есть доводка до ума более точные цены, а вот именно конфигурации здесь уже можно тоже откорректировать, чуть уменьшить общую стоимость, но примерно ориентировочно так. И все равно на самый худший момент себя настраивайте, на самый худший вариант развития событий. То есть на 8-8,5 нужно ориентироваться. Если с Гольфом чуть подешевле, потому что Гольфов больше в продаже, они сами чуть дешевле по своей стоимости, но все равно, тем не менее, если вы хотите такую машину построить, особенно как в роли второй машины, но в нормальном состоянии, вот на такие деньги нужно рассчитывать. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты. Надеюсь, такое краткое информационное видео вам было полезным. Я еще его дополню, снимем с другим автомобилем, уже тюнячим, сколько его конфигурация стоила, повторяюсь, но конкретизирую свою задумку. Спасибо большое за внимание, счастливо!